Приветствую, дорогие друзья! Это видео, можно сказать, завершающее мастер-класс. Останется потом только обзор, я отдельно сделаю уже готовой игрушки. Вот в этом видео мы пришьем все наши оставшиеся мелкие детали. И прежде чем начать пришивать детали, я обычно делаю утяжечку вот здесь, то есть чтобы выделить капот. Утяжка это где-то как раз под вот этой линией окошка. Сейчас покажу, как я делаю. Можно, в принципе, оставлять и так, но мне нравится, чтобы было более выделено. Так, переворачиваю машинку вот таким образом. Закрепляю ниточку, да, в две нити. Вот, закрепляю ниточку вот здесь. Вот так. Сейчас узелочек перекручу туда вниз, вовнутрь. Вот так. И теперь по диагонали вот я выведу ниточку вот сюда. Вот смотрите, вот этот ряд, где у нас располагается окошко, и я выведу на полсантиметра выше. Так, сейчас, чтобы на камеру было видно, распределяю холофайбер сначала, то есть вот так вот будет выделен капот. И теперь иголочку ввожу вот сюда, где прикрепляла ниточку, а вывожу ее сюда, то есть отступив где-то пару сантиметров от вот этого шва, где мы присоединяли боковушку к основе. Так, то есть еще раз вот это ряд вот сюда. Можете взять иголочку подлиннее, если не очень удобно. Так, сейчас я вот сюда ее перемещу. Вот сюда. Вот так. Теперь здесь я делаю вот таким образом маленькими стежками. Здесь главное захватить просто по линии. Утяжка это будет небольшая. Просто чтобы обозначить капот. Вот так. И здесь на таком же расстоянии вниз под это колесо. То есть выводим в том же месте приблизительно, где ниточку закрепляли, вот возле этого колеса, и по диагонали выводим возле другого. Вот, и немножко подтягиваю. То есть, видите, вот было без утяжки, вот так. Я немножко подтягиваю, совсем чуть-чуть, слегка. Потом здесь пришьется окошко. И вот этих ниточек, их в принципе и так не видно, но будет еще лучше. Вот. И закрепляю. Сделаю узелочек здесь. Натяжку вот эту я сохраняю. Так. И делаю хорошую закрепочку.
Если у вас холофайбер очень плотно, машинка, вернее, очень плотно наполнена холофайбером, лучше взять иголочку длинную, чтобы было удобно добраться до капота. Вот. Знаю, надеюсь, видно на камеру. То есть небольшая утяжечка, совсем чуть-чуть. Вот. И вот так вот получается. Всю ниточку эту прячем внутрь и будем продолжать. Под все детали, вот эти мелкие, я добавляю немножко холофайбера, чтобы такой был эффект выпуклости такой небольшой. Заправила ниточку в одну нить черного цвета. Сейчас будем пришивать вот это лобовое окошко. Итак, пришиваю я таким образом. Возвращаюсь на шаг назад под косичкой. То есть вот ниточка. На шаг назад я возвращаюсь и захватываю красную. Ну, вот это за основу машинки. То есть таким обратным швом, чтобы край окошка вот этого, чтобы он был аккуратненький. Ну, вы, в принципе, можете пришивать, как вам удобно. То есть вот ниточку вытянула, на шаг назад возвращаюсь и захватываю. Узелочек этот спрячу потом в конце. Снова вот сюда вывожу, вот вывела, а возвращаюсь на шаг назад. И таким образом получается аккуратненький край. Вот так. Немного подтягиваю окошко. Сейчас чуть-чуть прошью, чтобы показать. То есть вот получается край ровненький. Остается такой же, как мы и вязали. Таким образом мы прошиваем вот сюда до начала вот этой нижней линии. Потом немножко холофайбера я добавлю и уже завершу. Встретимся, когда дошьем вот сюда. Я дошила до вот этого края. Теперь здесь же у нас глазки прикреплены. Теперь добавляю немножко холофайбера. То есть совсем чуть-чуть. Чтобы глазки эти выделить. Вот так, прямо туда. Ну, так, не очень сильно, не очень много, но оно будет. Сейчас попробую. Вот. Вот так вот. И теперь точно так же прошиваем вот этот ряд, вот эту линию. Пришила окошко. Так выглядит. Узелочек спрятала, который тут был. И получается ровненькая вот эта линия, ровненький край. Теперь
В принципе, все детали, они пришиваются одинаково, то есть таким же швом обратным, ну, который идет на шаг назад, чтобы вот эти линии, они оставались ровненькими. Я сейчас прикреплю детальки с помощью иголочек, чтобы вам понятно было, как располагать. Вот, например, молния вот эта, она идет не параллельно. Вот если видно шов вот этот, где мы дно прикрепляли к боковушке, то есть молния должна быть направлена вниз, острие вот этой молнии. А вот эта часть, она как раз хорошо заходит на багажник. Вот, так как вы машинку эту делаете в первый раз, я рекомендую расположить все детали, то есть боковые окошки, заднее окошко, цифры даже можно прикрепить все с помощью маркеров или иголочек, булавочек, чтобы вы видели, где что вниз немножечко спустить, что-то вверх приподнять. То есть вот так, чтобы не запутались. Сейчас я так и сделаю и покажу вам, где что будет располагаться. Итак, я прикрепила детали. Прикрепила с одной стороны, со второй симметрично просто будет. Вот, надеюсь, видно. Вот так идет заднее окошко. Здесь еще будет спойлер в дальнейшем пришит. То есть, чтобы все окошки у вас хорошо поместились. Вот. И тогда видно, что молния, вот она идет не параллельно. Надеюсь, на камеру видно. Она идет немного вниз. Вот сюда направлена к низу колеса. Вот циферки. И пришиваем в такой последовательности. Я сначала пришиваю молнию, затем пришиваю окошки боковое и заднее, затем пришиваю циферки и уже в самом конце я пришиваю спойлер. Вот. Кроме того, когда будем пришивать, немножко что-то подсоберется, подтянется. Также я добавляю совсем по чуть-чуть холофайбера и под молнию, под окошки, под циферки. То есть, ну, это тоже на ваше усмотрение уже. Ну, как пришивать, я думаю, понятно. Чтобы видео не затягивать, я уже покажу в готовом виде, как будет. Тут, в принципе, сложных моментов уже нет. Единственная тонкость, что девяточку, например, я сначала пришиваю вот эту вот серединку, и после того, как я пришью, уже начинаю по контуру, и сюда тогда легче будет холофайбер, как пончик получается такой. Вот, то есть вот это единственное. Все остальное точно так же. Шаг назад с каждым стежочком. Вот, в принципе, думаю, все понятно. Надеюсь, у вас все получается. Уже покажу в готовом виде. И после того, уже это что касается вот этой части машинки, после того, как я уже спойлер пришью сюда, я уже тогда пришиваю фары и улыбку. То есть вот это получается в последнюю очередь. Вот. А что касается вот этой всей основной части, то последовательность такая, как я уже рассказала. Итак, я пришью все вот это и пришью фары и улыбочку. Ну, а вы уже посмотрите в готовом виде, как это получается, и решите для себя, как вы будете располагать, как вам больше понравится. В общем, пришиваю и встретимся. Пришила окошки, молнии. Хотела показать пока, как выглядит без циферок.
Вот, все помещается. Еще хотела сказать, что уже сколько машинок этих я связала, достаточно много. Ни одна машинка у меня еще не повторилась. Вот, то есть каждая по-своему интересная и отличается, конечно. Сюда еще спойлер потом пришью. И остались фары, улыбка и цифры. Вот, как пришью, покажу вам. Да, еще хотела сказать, что чем плотнее вы машинку наполните холофайбером, полотно больше у вас потянется. То есть, если вы хотите, чтобы было больше расстояния вот здесь между всеми окошками, то нужно плотнее наполнить холофайбером. Я доделала машинку. Очень нравится. Классно получилось. Вот. Сейчас я сменю ракурс и покажу вам все более детально. Хочу показать, как выглядит машинка сдалека. Вот так все пришито. Так выглядит спереди. Вот эти фары, их можно расположить немного под углом, под наклоном. Я же решила сделать более плоские. Холофайбер я подкладывала под все детали, кроме улыбочки. Вот здесь я не подкладывала, не добавляла холофайбера. Вот так выглядит. Получилось классно, мне нравится. Камера, конечно, не передает того эффекта, как игрушечки смотрятся вживую. Ну, в общем, я результатом довольна. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Буду очень рада увидеть ваши работы. Если есть желание, можно поделиться фотографиями или видео в Телеграме. Ссылочка есть в описании канала, YouTube канала. И также ссылочку я всегда оставляю в инфобоксе под видео. Вот покажу поближе, как пришито. Вот, то есть все пришито качественно, хорошо. Спойлер я пришивала снизу, вот, чтобы он такую форму держал. То же самое циферки с этой стороны. Игрушку закончили. Мастер-класс на этом завершаем. Я надеюсь, он был вам полезен и у вас все получилось. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Все разберем. Я желаю всем хорошего настроения, желаю вдохновения. Благодарю вас за вашу поддержку, за комментарии, за лайки, за обратную связь. Мне очень-очень приятно. До встречи в новых видео. Благодарю всех. Пока-пока.